И вновь приветствую всех в прохождении такого произведения, как Алан Уэйк. Из вашей динамика вещей Диди мы продолжаем смотреть за жизнью этого писателя, который оказался в очень сложной, непонятной ситуации, в каком-то смысле мистической, поскольку то, что происходит, нельзя объяснить, используя обычную логику и дедукцию. Поэтому, да, это все можно назвать мистическим. В общем-то, в нашей жизни происходит что-то невероятно странное. Мы попытаемся с вами разобраться в том, что в прошлой серии мы повстречали с вами шерифа, который отправил нас к доктору, он нас уже осмотрел. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. Спасибо за You a совет. fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Кстати говоря, погода солнечная. День. Классно. Как резко игра, кстати, меняется. Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to me. Хорошо, я обязательно, только давайте я сначала исследую этот кабинет на предмет того же кофе. Так, Алан здесь только ходит и не бегает. Какой интересный прибор. Я сомневаюсь, что это компьютер, то что вон там The он sheriff стоит. wanted to see you in her office. Я знаю, можно об этом мне и не напоминать. Я в курсе. Ну ладно, пойдемте, нам нужно зайти к ней в офис. Ух ты. Разыскиваются Ричард Баук, Брюс Дж. Данский и Джейкоб Миллер. Они вернулись во время туристического похода и не выходят на связь. Если вы видели их или вам известно их местонахождение, позвоните по номеру. Спасибо вам. Так. Разыскивается мужчина. Пропал без вести 20 июня 2007 года. Отличительные признаки: мастер побеждать в состязаниях. Отлично. Кто-то ищет кота. Сара Брейкерш. Вот. Хорошо. Сейчас давайте мы немножко осмотримся здесь. Может, здесь где-то термос с кофе, например, стоит. Кстати, мы можем бегать. Чё? Не. Спасибо. Больше я не хочу здесь ничего читать. Mr. Wake, Да. the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Я уже нашла ее кабинет. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Braight-Fолls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? У того, в котором живу я. Ну, не в смысле Алана, а в смысле я. Ладно, проехали. Так, здесь закрыто. А вот и кофе. И записка. Страница рукописи. Отлично. Элис видит тень. Alice looked through the viewfinder, Элис lining смотрела up в the shot. объектив, Cauldron Lake was breathtaking. выравнивая кадр. Something caught her Озеро eye. Колдрон A было figure невероятно standing in the красивым. Вдруг она shadows заметила behind the в cabin, тени like a за thin woman домом in a какую-то black фигуру. dress. Кажется, это была She lowered женщина the camera and looked стройная, в again. черном платье. No one Ну, there. та самая, Just a костлявой collection рукой. of bushes that looked Элис vaguely опустила human камеру и shaped. посмотрела в ту She shook сторону. her head Никого. and Только кусты laughed. по форме отдаленно напоминающие человека. Элис покачала головой и рассмеялась. Нам этого момента не показали с вами, кстати говоря. Как-то не странно. Но вот что удивительно, если вы помните, нам ключи отдавала эта женщина, которая в трауре. Она так протянула руку и протянула записку, что мне показалось, что сама смерть перед нами стоит, то, что ее костлявая рука была настолько костлявой, настолько длинные пальцы были, что просто кошмар. Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look,
we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Они его не найдут. А если и найдут, то мертвым. Так, кофе собрали, записку нашли. Так, ну в тюремный блок, я The думаю, у sheriff нас... wants to see you in her office, Mr. Wake. Да, я поняла. Нас не запустят. Кто-то ищет котов. Ну, мы можем с вами, в принципе, выйти, конечно. Alice was missing. I needed help to find her. I Ну, wasn't ready понятно. to leave. Хорошо. Ясно. Буду иметь в виду. Все, пойдемте в кабинет. Алан, ты как-то тормозишь очень Come in, медленно. Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Давайте заберем его. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? Да. How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse Неизвестно. me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do Mr. nothing Wake, can I stupid, help you pal. with anything? We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. I couldn't go anywhere yet. Mr. Wake, I you had to can play get there along through with the the cell caller. corridor. Alice's life was at Don't mind stake. Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Ну уж мы-то Don't понимаем, let anybody tell you о чем ты different. говоришь. Так, записка. Вижу. Что за загадочный неизвестный персонаж нам позвонил и угрожает еще к тому же. Так. Темная сущность In spite of закусочной. its human mask, to Хотя она и describe the носила dark presence as человеческое intelligent обличие, но would have назвать implied темной human сущностью qualities on something decidedly разумной inhuman. значило применить человеческое Nonetheless, понятие к it тому, found the one что spot было in the совершенно diner that чуждо was всему dark enough. человеческому. Some Тем не light spilled менее, into она the нашла corridor, единственное ravaging достаточно it. темное But место it во took всей the pain. закусочной. Horrible as Светлющийся it was, коридор the страшно writer would soon мучил fix ее, that. но He она would be терпела. coming to the Писатель one скоро place where it still исправит had power. положение. Он направился в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Ну да. Идти на заднюю стоянку. Подождите, а мы там ничего не I пропустили? shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Sure, Так. I beat him up. Ладно, ты слишком много болтаешь, я это The early слушать. morning light hurt не my хочу. eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Угу. Спасибо за напоминание. Что за машина? Так, кофе вижу. Кофе и радио. Странно, что здесь стоит радио. Алан. Давай. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for you to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men Постройку who своей were celebrating карнавальной. the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this Колесница. every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Да, зачем торопиться? И музыка. Опять заиграла кантри. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Да, я помню. Подождите. Я вижу там записку. Так.
У меня такое ощущение, что я начну скоро глюками страдать. Круто. Так, в первую очередь записка. Уэйк на Лаверспик. Похититель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Уэйк, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Лаверспика. За спиной у нас были горы и водопад. В высоте над головой мерцали красными огоньками радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар, но я заставила себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? Угу. Ясно. Нас ожидает схватка. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Откуда у нее водительские права? Отвечай на звонок. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Braight-Fålls. Ты в Barry, Брайт-Фоллс. listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Ну, значит, пойдем разговаривать дальше с шерифом. Хорошо. Мне не нравится просто, что здесь происходит, потому что это отвратительно, если честно. А что было бы, если бы мы не включили? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Очень интересно, они сделали передачу внутреннего состояния героя через вот такие вот телевизоры, то есть... I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and... Помимо того, что Алан нам рассказывает, по сути, от первого лица идет историю, нам еще показывают его внутреннее состояние таким образом. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? Ну I'd да. like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, Hey, Alan. Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Тот самый Get me out of Хартман. here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. Почему-то я так себе представляла этого персонажа. Вот именно в гавайской рубашке. I had to talk to someone. Вот I таким told вот. Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Rose? Barry, you found him.
him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! О, Барри. Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. Элдервуд. Давайте немножко здесь осмотримся, насколько нас будут пускать. По крайней мере, пока. Вот это мамонт. Черт подери. Скелет колумбийского мамонта. Это особь, возраст которого, по оценкам, составляет около 14 тысяч лет. Была найдена в асфальтовых озерах Лабрея в 1981 году. В 1998 он был подарен национальному парку Элдервуд, когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штата Вашингтон. Его нарекли кривозубым Чарли, и с тех пор он является официальным талисманом парка. Прикольно. Как Тирекс, Рекс, так и вот тебе еще и кривозубый Чарли, и кого только тут не будет, а? Растения. Что-то я бы Гарри Поттера вспомнила. Мандрагору. Все дела. Так, ладно. Хорошо. Здесь у нас что еще есть? What you were saying in the car? Just listen to yourself. Олень опять. Ой, физика. Стулья можно подвигать. Но если не веришь, не верь, Барри. Понимаешь? What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Гляньте-ка только. Пума. Обалдеть. А вот Мишка я что-то вспомнила на Ending Nightmares, потому что вы помните, да? Если смотрели, ну те, кто смотрел, те помнят место с медведем. Черт подери. Было дело. Так. О, кофе. Их всего 100 штук, ну вы понимаете, да? Нам еще очень долго их собирать. Так, а вот это интересно. Аптечка. Забавно. Так, страниц рукописи нигде никаких не лежит. Так, нас не выпускают. Там что-то... А что там, собака или чучело обрабатывают? Нет, это живое существо. Это, наверное, та самая собака, про которую мы читали, кстати говоря. Так, поговорить с Расти. Зонтики, эти столики. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, Ой, какая она right? классная. You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Конечно, пойдемте. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Ясно. Как всегда, проблемы всегда одни и те же. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. У нас нет You выбора. gotta talk to the cops. She's У my нас wife, нет and it's выбора. my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Не до шуток сейчас, Барри. Вот твоя ирония и сарказм здесь вообще вот ни к чему. К чему все это? Дай бланк. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Спасибо. Can you tell me how to Да. get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too.
Спасибо. Собака классная. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. Ладно. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. А как они вообще за туристами смотрят? Они же могут уйти, например, и не прийти. А где тут радиомачта? Сказали ориентироваться по радиомачте. Я ее тут в упор не наблюдаю. Может, и это я настолько слепая? Ну, в общем, будем ориентироваться вон на вон ту гору. I'd gotten what I'd come for. It was time to go. Да, пора было выходить. По крайней мере, это единственное, что я вижу. Одна из немногих гор со снежным покровом. Ладно. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Барри, я бы больше всего на свете хотела бы, чтобы это было моей выдумкой и заготовкой к новому бестселлеру, потому что, черт подери, это не так. И нам от этого только хуже. Так, выйти, значит, придется с той двери. Взять ключи и идти к машине. А какие ключи? У него? Опять наступает ночь. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Угу. Ну, мы вернемся, я думаю. Будь здоров. У тебя аллергия на пыль, Just чувак? be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Bless you. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Я надеюсь, что с тобой ничего не произойдет, чувак, на самом-то деле. Уж не хочется мне, чтобы еще и тебя пришлось искать. Так, свет. Не, включить. Свет мы включенным оставим. Так, давайте осмотримся здесь немножко на предмет записок и термосов. И выходить пора отсюда. Потому что время не ждет. Так, термос вижу. Хорошо. Дверь закрытая, значит, никуда не зайдем. Наверху мы там все осмотрели, кстати говоря. Что-то я как-то не Lock the подумала. door when I leave. Yeah, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror Не movie. выключай свет. Серьезно, чувак. Не выключай свет. Так, а с какой стороны нам выходить-то? Ой, как это все мне напоминает домик на озере, который был. Странно, только что это за... Что это за знаки? А, это бомбентонные ракетки, что ли? Или эти? А, не, это снегоступы. Точно. Черт подери, только сейчас поняла. По снегу ходить. Бомбентонные ракетки, ага. Так.
Сейчас немножко дом обойдем вокруг, тоже обсмотрим. Барри, не делай глупостей. Прошу тебя. Так, вон тут что-то лежит. А вон кофе вижу. Хорошо. Так, джакузи. Холодновато, мне кажется, для джакузи. В такое время все-таки осень. Так. Уже мрачно и темно. Пинь. Пинь, пинь, пинь. Но записок я тут не замечаю. Колодец. Не колодец. Уже давно-давно несуществующий. Так, ну и куда нам? Здесь я особо никакого выхода не вижу. Значит, пойдем там по лестнице. Здесь тупик. Хорошо. Ну и пошлите, значит. Нас ожидает встреча с похитителем, так называемым. Как она оказалась в воде? Ее толкнули туда или что? Потому что, блин... Не кричи. Так, записка. Так, давайте смотреть. Барри думает, что в своем ли уме Уэйк. Барри никогда не ладил с Элис, но знал, что Алан любит ее до безумия. А теперь с Элис что-то случилось, а вот Алан вооружился пушкой, говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился сильный психоз, напрочь отгородивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. Я единственное, что надеюсь, что это не как Silent Hill 2, потому что я подозревать могу все что угодно. Просто Алан пока не похож на того человека, который способен причинить кому-то вред, скажем так. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Ну да, отношения к Барри. Так, ну мы поедем с вами на машине, понятно. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the А в forest. лесу машина бесполезна, понятно. Значит, мы пойдем пешком. Ну, конечно же. Хотя разумнее было всего бы взять машину именно. Безопаснее. И давить всех этих темных, одержимых тварей. Не нравится мне все это. У меня смутные сомнения по поводу, возможно, происходящих событий. Еще снегоступы. Ух ты, что за домик такой? Давайте свет включим. О, да, будет свет. Так, кто здесь обитает? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? И револьвер. You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Oh, yeah. No plan, really. Вы видели, да? Taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that. Интерес состязания теперь мне нравится. Наслаждаться процессом. Спокойно и не торопясь. Considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Слишком много смеется этот персонаж. И это как-то зловеще. Ну, как по мне. Так, здесь кто-то был. Кто-то здесь шел.
И ладно, если за нами Барри последовал. Это полбеды. А если это кто-то из тех, кто говорил о том, что он... Твою налево. Чёртовы птицы. Хичкок, да? Меня больше напугала реакция Алана, что он испугался. О, где-то что-то металлическое скрипит. Черт подери. Полтергейст прям какой-то. What the fuck? Ну вы поняли. Так, а можно еще раз? Мне просто любопытно. Нет, только один раз. Ясно. Буду иметь в виду. А, по-моему, погас фонарь. Мы слишком долго с вами шли. Так, хорошо. Еще один дом нас ожидает. Идти в Лаверс Пик. Наша цель. Так. Что это? Лаверс Пик. Дальше, как и все остальное, в принципе. Давайте этот дом проверим. И я предлагаю, на самом деле, его посмотреть и переостановиться здесь. Так. Птицы. Ого! А вот это уже интересно. Так, ну сейчас у нас телек еще тут сработает. Я надеюсь, это вино разлито, хотя оно не имеет такого окраса для помещений. Ну, для каких-то мест. То есть вино на ткани-то оставляет не такой цвет, слишком густой. Ладно, телек. Опять какое-то кино. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Опять Night Springs. Человек в зеркале теперь. Видите, сколько пыли летает? So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took your kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game, but the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark, believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Не столько Алан смотрел это странное видео, сколько мы.
А, это птицы кричат. Все, телек выключился. Ну что ж, мы посмотрели еще одно загадочное видео о человеке в зеркале. В общем-то, я так понимаю, она сбежала из заключения, потому что каким-то образом сбежала. Ух ты ж, черт подери. Не настоящие вороны. Несуществующие. Может, мы реально глюками с вами страдаем? В общем-то, у меня пока заградываются подозрения по поводу всего этого, но я думаю, что мысли о Сайлент Хилле меня, в принципе, наведут на какое-нибудь другое измерение, потому что мне почему-то начинает казаться, что мы с вами, как только наступает ночь, мы оказываемся в чем-то туманном, если вы видите, да? И, ну вот, я не знаю. Пока у меня подозрения начинают уже идти, что мы видим какой-то сумеречный мир, скажем так. Но, в общем-то, будем мы уже наблюдать все в следующей серии. А с вами была Дидя. Если вам нравится это прохождение, вы знаете, что делать. Всем удачи и пока-пока.